ждем выпуска цветоносов, цветения орхидеи, а пока стараемся им помочь разными удобрениями для того, чтобы они прекрасно у нас цвели зимой. У всех орхидеи цветут по-разному. Моя подписчица из Австралии, большое ей огромное спасибо, что она мне присылает цветение своих орхидей, и они у нее цветут обильно, летом, потому что это другой континент. И когда у нас лето, у них зима, поэтому у нее цветут орхидеи. Мы живем с вами по всему миру, общаемся, у нас с вами разное время года, разная температура, разные условия жизни орхидей. Поэтому у всех все по-разному. И даже сравнить Ростов-на-Дону и Москву, например, орхидеи будут цвести по-разному и в разное время выпускать цветоносы. Добрый день, друзья! Сегодня продолжение видео о детке орхидеи парфюмерной фабрики «Бабочка Оранж». Это видео вышло в конце августа. Ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана. Я отделяла детку от материнского растения. С удовольствием почитала ваши комментарии. Кто-то пишет, что ничего с этой деткой не получится. Кто-то говорит большое спасибо. Люблю очень скептиков на канале, которые говорят, ну надо же, в ведро посадили такую маленькую орхидею. Очень приятно читать под таким комментарием ваши ответы. Вы действительно давно смотрите канал и знаете, что я выращиваю орхидеи более 25 лет. И, конечно, понимаю, в какой горшок нужно посадить орхидею. Какую орхидею в какой горшок. Что же произошло с этой орхидеей? Просто хочу рассказать вам динамику ее роста. Был у нее один длинный очень корень, который, если бы я сажала в меньший горшок, я бы просто его поломала. А мне его жалко. А вы, наверное, уже никто не помните, какое было материнское растение. Оно просто было огромное. Эта орхидея растит большие листья. Но так как это детка, пока она вот половину растит листа от того, какие были листья у мамы. И скоро, очень скоро, она будет большая. А когда у нее листья будут большие, и корни станут огромными. И для того, чтобы я ее не пересаживала года 3-4, я ее и посадила в такой большой горшок. Ну, для меня это не очень большой горшок. И посмотрите, за это время она вырастила листик. Вот такой чудесный, в крапинку. Хотя есть два листика, которые тоже с небольшими крапинками. А предыдущий вырос совсем почти зеленый, только на краешке вот эти крапинки. А сейчас прям вот замечательный такой лист, как и положено у парфюмерных фабрик. Что я целый месяц, даже больше, потому что видео выходит немножко позже, даже больше, чем месяц она уже растет, как же я ее поливала и чем я ее удобряла. Ну, первый полив после посадки я делаю просто водой без удобрений, а следующий полив я делала вот таким удобрением, совершенно стандартным, называется классика дачника, где в равных количествах азот, фосфор, калий плюс микроэлементы. То есть это возможность орхидеи расти. Вот листик появился. Таким удобрением я делаю один полив, а потом перехожу на удобрение или фертика, или растворин, или акварин, где еще есть присутствие помимо равноценного количества азота, фосфора и калия микроэлементы. Потому что для здорового жизни орхидеи нужны еще и микроэлементы. Такие удобрения или фертику я использую для
роста растений. Конечно, ей еще рано цвести, хотя она уже цвела, когда была на материнском растении. Вот здесь есть цветонос. Да я вам и показывала, мне очень было обидно, что детка зацвела не бабочкой, всего полцветочка было бабочкой. Но я надеюсь, что все-таки она одумается и опять станет бабочкой. Я не жду цветения от такой орхидеи, я ее продолжаю удобрять равноценным удобрением азот, фосфор, калий плюс микроэлементы. А вот остальные орхидеи, кто-то мне тоже недавно написал, а что же я вижу так мало цветов позади вас? Ну так сейчас не время цветения у нас, сейчас время выпуска цветоносов. На канале есть большой плейлист о цветении орхидей, о применении удобрений для цветения орхидей, и ссылку на этот плейлист я оставлю в правом верхнем углу экрана. Но сейчас вам хочу рассказать, сейчас у нас осень, но у нас осень отличается даже от средней полосы России. У нас очень теплая осень, и это будет примерно до конца октября, и даже ноябрь иногда бывает еще очень теплый. Поэтому разница температур вот в комнате, вот здесь в самом дальнем углу, этой разницы температур еще нет. Хотя в этой комнате не включаю отопление. У меня есть кран на радиаторе, которым я закрываю, и здесь почти неотапливаемая комната. Но все равно в ней 25 градусов тепла. Даже если я не буду ничего включать. А это не температура для выпуска цветоносов. Температура для выпуска цветоносов это 15-19 градусов тепла. И вот тогда орхидеи активно выпускают цветоносы. А как я добьюсь такой температуры, если у нас вчера, например, на улице было 22 градуса? Сложно. Поэтому у меня орхидеи зацветают даже не в декабре, а ближе к февралю. И вот то, что вы видите позади меня, вот маленькие эти цветочки, это даже не летнее цветение. Вот это еще продолжается. То зимнее цветение. Некоторые же орхидеи цветут не 4-6 месяцев, а есть орхидеи. Вон она у меня наверху, покажи. Happy Carol. Она годами цветет. Она продолжает доращивать цветонос и цветет. Все время. Я ее как-то держала, она 1,5 года у меня цвела. Поэтому это доцветает еще все. И через месяц начнется активный выпуск цветоносов. Но те орхидеи, которые находятся у меня на балконе, они уже начали выпускать цветоносы. И что я применяю, какие удобрения для того, чтобы помочь им не только начать выпускать цветоносы, но и правильно формировать бутоны. Вот это удобрение для роста. Один раз перед выпуском цветоносов, вот это будет в конце октября, видите, даже удобрение еще закрыто. В конце октября один раз я поливаю этим удобрением, где еще есть содержание 10 азота и 26 фосфора и 26 калия. Потому что калий в основном нужен орхидеям для выпуска цветоносов. И потом перехожу на удобрение монокалий-фосфат. Здесь 50 содержания фосфора, это для роста корней в основном, но и для выпуска цветоносов. И уже 33% калия. Это для формирования бутонов. И продолжаю им удобрять до распуска первого бутона. Я вам показываю такой маленький пакетик, но у нас продают и в больших пакетах полукилограммовые, и килограммовые есть упаковки. Может отличаться картинка, потому что все время производитель придумывает какую-то новую картинку. Но это буйские удобрения, монокалий-фосфат. Прекрасное удобрение и стоит копейки, я бы сказала. Вот раньше такой пакетик стоил 10 рублей, сейчас, может быть, стоит 15. Большая, конечно, упаковка стоит, вот, например, килограммовая упаковка стоит около 200 рублей.
это для удобрения просто даже не цена. Так что у всех орхидеи цветут по-разному. Моя подписчица из Австралии, большое ей огромное спасибо, что она мне присылает цветение своих орхидей, и они у нее цветут обильно, летом, потому что это другой континент. И когда у нас лето, у них зима, поэтому у нее цветут орхидеи. Мы живем по всему миру, общаемся, у нас с вами разное время года, разная температура, разные условия жизни орхидей. Поэтому у всех все по-разному. И даже сравнить Ростов-на-Дону и Москву, например, орхидеи будут цвести по-разному и в разное время выпускать цветоносы. И не надо мне напоминать о том, что у меня цветет всего 3 цветочка. Наступит январь, и цветение будет на всех стеллажах, хотя на других стеллажах сейчас орхидеи продолжают цвести. И те орхидеи, которые находятся ближе к открытым окнам, они там и цветут, и выпускают цветоносы. Этот стеллаж самый, я его называю, жаркий и горячий, он в самую последнюю очередь выпускает цветоносы. Так что дождемся цветения. Цветение, как всегда, будет красивое. И в телеграм-канале я обязательно вам буду показывать цветение своих орхидей. Прямо писать названия, если я их знаю, показывать цветение орхидей. Мы с вами там общаемся. Ссылку на телеграм-канал оставлю в описании под видео. Ждем выпуска цветоносов, цветения орхидей, а пока стараемся им помочь разными удобрениями для того, чтобы они прекрасно у нас цвели зимой. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.